Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы сегодня продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасию. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасию Сагынбаева-Рузбакова был написан пятитомный роман «Эпос» на кыргызском языке в прозе. Затем я перевел эту книгу на русский язык. Оба этих варианта мною проведены через экспертизу Академии образования при Министерстве образования Республики. В настоящее время они включены в школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпоса Манас. Кроме этого, я открыл специальный интернет-сайт по адресу epos-manas.com, где выставил электронные версии своих книг. Кто хочет, может там купить мои книги. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Хан Дубуро удивился этому и даже не знал, о чем думать. Как бы отвечая на его тяжелые думы, под грохот барабанов, шумом вываливающейся горы со стороны Дагалака, с бесчисленным войском Манас ворвался в город с востока. С севера Дукан атаковал сына Айдархана Кокчо со 100-тысячным войском. Он сметал всех на улице, забирал весь скот, хватал беспечно ходивших по улицам девушек и молодых. Направившись к горе Маймына, он овладел дорогой в Азарыш. Направившись с многочисленной ратью по южной дороге, Жамгырчы овладел дорогой в Саныро. Заперев выход из города, он в конец измучил калмаков Дукана, заставив их таскать саман, сено, расчесывать под попонами взмыленных коней, носить трава, воду и кормить лошадей кыргызов. С западной стороны в город вошли войска Урбу, перекрыв дорогу со стороны горы Ималай. В результате Дукан со всех сторон остался в окружении 400-тысячного кыргызского войска. Наиболее расторопные из горожан сумели сбежать из города. Остальные были вынуждены укрыться в храме Мисбуруш. У построенного на славу этого храма окружность составляет 6 тысяч, высота 50 саженей, а широкая ограда сделана из железа. Внутри храм отделан железом, изнутри камнем. В обычные дни сюда простых смертных не пускали. Но теперь, когда вторгся враг, все битком набились в него. Для того, чтобы открыть дорогу на Ималай, хан Дубуро, находившийся вместе с 300 тысячами горожан в храме, отправил богатыря Касемила во главе 50 тысяч воинов на западную окраину города против Урбу. Около 50-60 калмакских богатырей запрягли пушку Уркорбо и 12 слонов, под грозную барабанную дробь выступили против кыргызов. После ухода в город с восточной стороны атаковал Бакай со своим 100-тысячным отрядом. Они стали разрушать улицу, гасить огни, валить большинство домов, рушить каменные ограды и сражать наповал оказывавших сопротивление калмаков. По предварительной договоренности город с южной стороны атаковал Кокчо, а с северной – Жамгырчы. Они яростно напали на калмаков, подняв тучи пыли на улицах и обогрев кровью двери домов. Развязав множество стычек, кыргызы разрушили большинство садов, заставили стариков
хныкать и плакать от ударов по голове, мулов нервно перебирать копытами, девушек и молодух реветь от страха, а остальных калмаков лепетать что-то бессвязное от страха. После этого Кокчо и Джамгырчы вспомнили об Урбу. Беспокоенные тем, что он нарушил свои обещания и не напал на город, они направились на западную окраину Дукана. Дойдя до дороги Ималая, они увидели, как Урбу сражается с калмаками. Здесь они узнали причину его отсутствия. Согласно договору, 50 тысяч воинов Урбу отправились в Дукан, чтобы атаковать его с запада. Неожиданно навстречу им вышел богатырь калмаков Касимир со своей армией. Он стал обстреливать кыргызов из 30-40 пушек, не давая им возможности войти в город и соединиться с другими кыргызскими богатырями. Войска Кокчо, Джамгырчы и Бакая, пришедшие на помощь, полностью окружили калмаков. У них не осталось ни малейшего шанса спастись, отчего они впали в отчаяние и не знали, что предпринять. Поняв это, Касимир проглотил яд кунган горстями, упал с лошади и, обнимая землю, спустил дух. Увидев его смерть, лучшие из калмаков вынули из ножен кинжалы. Давайте оставим этот мир, чем погибнем от кыргызов и потерпим от них унижение. Решили 30 тысяч калмаков и покончили с собой. Остальные 20 тысяч воинов, оставив лошадей и обмундирование, прося пощады, подняв вверх руки, сдались кыргызам. Бакай, помиловав пленных, дал приказ привязать захваченную пушку рукой к 12 слонам и направился в храм Бизбуруш. 200 тысяч воинов, заполнив 20 улиц, громогласно крича «Шаймерден» и потрясая копьями, полностью окружили его. Калмаки, находившиеся в храме, убедившись в том, что им пришел конец, затряслись от страха. «О Боже, спаси нас!» начали умолять своих идолов горожане. «Спаси меня, Бог!» — крикнул отчаявшийся Дубуро. Проливая слезы, он обнял статую Будды за ноги и навзрыд расплакался. Вид плачущего хана еще больше напугал людей. Если Дубуро так беспомощен, то куда нам податься? Прослезились они. Кому мы расскажем о наших бедах? Если эта ситуация не изменится, мы не выживем. Опасаясь о свое будущее, горожане попросили гадалок погадать им, бросив гадальные камушки. Все понимали, что, укрывшись в закрытом храме, невозможно уцелеть от кыргызов. Воины Манаса притащили пушку Курбо на 12 слонах к храму. Было ясно, если они выстрелят, то ворота будут непременно снесены. Понимая это, горожане от испуга завизжали и потребовали гадания. Послушавшись их, 24-летний гадальщик Тулобок из племени калмаков Докеш вытащил 41 гадальный камень из кармана и стал гадать. Он очень обрадовался, когда увидел, что Манас, завоевав все земли от Центральной Азии до Манчжурии, вступив в бой с Бейжином, овладеет им. Затем, надев корону на голову, он станет справедливым ханом и не причинит никакого вреда калмакам или другим подданным. «Откройте ворота», — сказал среднего роста, темноволосый, светлолицый Толубок горожанам. «Кыргызы никого не тронут. Их богатырь Манас завоюет всю вселенную и будет справедливым правителем.
открывайте двери без страха. Нет, крикнул хан Дубро, этот гадальщик врет. Если сдадитесь кыргызам, они убьют вас, не оставив ни одного живых. Если не верите, можете не открывать ворота, недовольно произнес оскорбленный Толобок. Я лучший гадальщик у калмаков. Всем известно, что по сей день мои слова всегда сбывались. Тогда что посоветуешь нам делать? Растерялись горожане, не зная, кому верить, Дубро или гадальщику. Сами решайте, что делать, холодно ответил Толобок. Я сказал вам только то, что узнал с гаданием. Кстати, забыл сказать еще одну вещь. Если не откроете ворота, через час кыргызы начнут стрелять по храму из пушки. Тогда мы все подохнем, а наши трупы станут добычей собак, хищных птиц. Пусть Бог защитит нас от такой ужасной напасти, завопили горожане. Храм мгновенно заполнился криками детей, воплями стариков, и калмаки окончательно потеряли веру на спасение. Но через некоторое время обезумевшие от горя горожане пришли в себя. Если не откроем ворота, погибнем немедленно, сказали они. Если откроем их, то есть шанс выжить. Так что давайте откроем двери, сдадимся кыргызам. Эй, горожане! Сердито закричал Дубро, вытащив свой длинный меч из ножен. Почему вы проявляете такую трусость? Не лучше ли вам погибнуть с честью, чем попасть в плен кыргызов и умереть униженными? У вас есть гордость? Нет, повелитель, не согласна с тобой. Ты, будучи нашим ханом, не смог защитить нас, с таким огромным количеством воинов не смог одолеть малочисленных кыргызов. Мы мирные люди, а не воины. Мы не можем убить себя и своих детей ради ложной гордыни. Напуганные горожане начали готовиться к открытию ворот. Не делайте этого! Сделал последнюю попытку остановить их Дубро. Если Толобек солгал, кыргызы живем сдерут с вас шкуру. Может быть, так и будет. Тогда мы умрем собачьей смертью. И если то, что говорит гадальщик, сбудется, мы выживем. На одну голову одна смерть. Независимо от того, откроем двери или нет, нам суждено погибнуть. Так что давайте рискнем, используем последний шанс выжить. Когда Дубро убедился, что горожане не склонны прислушиваться к его словам, Бог отнял у него разум. Он снял корону с головы и сделал несколько шагов назад перед идолом. Затем хан подбежал к нему и боднул его головой, как баран. Если не хочешь защищать, на тебе! Грязно выругался Дубро. Он ударил головой об колено идола и размозжил себе лоб. Истекая кровью, хлынувшей ему на глаза, хан потерял сознание и рухнул на землю. Вот какая печальная судьба настигла нашего правителя, зарыдали горожане. 2 дня и 3 ночи мы молились Богу и умоляли Его спасти нас. Почему Он не поддержал нас? Вот почему мы сыты по горло молитвами. После того, как горожане открыли дверь, кыргызы во главе с Бакаем, Акчаханом, Урбу и Джамгырчи вошли в храм. Бакай в синем шлеме и с длинным копьем в руке начал с интересом рассматривать его внутренности. Обходя сжавшись от страха горожан, он, дойдя до идола, увидев хана Дубро, лежавшего
без сознания в луже крови. Взяв корону, валявшуюся на земле, Бакай уставился на калмака. Видя, что кости его головы были сломаны, он понял, что до конца жизни хана остались считанные мгновения, и вынул меч из ножен. «Будь ты проклят!» — воскликнул Бакай. Ударив Дубуро по шее мечом, он отрубил ему голову. Увидев, что их хан обезглавлен, горожане пришли в неописуемый ужас. Слова Дубуро о жестокости кыргызов и необходимости не сдаваться им, казалось, сбылись. Как бы подтверждая их опасения, Бакаев вытер окровавленный меч об одежду Дубуро и уставился на горожан. У страха глаза велики. Калмаки, увидев кровожадность и жестокость в его глазах, поняли, что кыргыз не пощадит их. Но этого не произошло. Бакай обратно засунул меч в ножны и улыбнулся горожанам. «Почему так уставились на меня?» — насмешливо произнес он. «Или мне отправить вас за вашим ханом?» Дубуро, небось, рассказывал о нашей жестокости. Пугал вас? Да, ответил дрожащий калмак. Я так и думал, рассмеялся Бакай. Но Дубуро солгал вам. Ваш хан мертв. Теперь вы свободны. Не веря этим словам, 300 тысяч человек в храме стали кричать и плакать. «Пощади нас!» – орали они и непрерывно кланялись богатырю. «Не надо кланяться!» – рассмеялся Бакай. «Будьте здоровы! А теперь расходитесь по домам в целости и сохранности». Только тогда калмаки поверили, что остались живы и бросились к дверям. Такова была у них жажда жизни, что они ссорились, толкались у ворот и пытались поскорее выбраться наружу, не глядя ни на кого и не считаясь ни с чем. Даже на отрубленную голову хана Дубуро, лежавшего на полу, никто не обращал никакого внимания. Пиная ее, как мяч, горожане растоптали и превратили в голову в кровавое месиво. «Эй, эй, калмаки, остановитесь!» — сердито заорал разгневанный Бакай. При его крике горожане остановились. «Эй, вы, калмаки!» — снова зло крикнул Бакай. «Что вы за богом проклятый народ? Почему топчете голову Дубуро? Он же был вашим правителем. Не перешагивайте через нее!» Недовольно нахмурившись, Бакай взял голову хана с земли. Он поместил ее в недоступное место, где никто не мог растоптать голову. После этого Бакай велел найти жену Дубуро и отдал ей труп хана, чтобы похоронить. Голова хана сродни мосту, никогда не перешагивай через нее. С тех пор это крылатое выражение стало у кыргызов пословицей. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.